Я хочу попробовать добавить свою кровь к пыли. Ай, черт. О-хо-хо-хо! Неужели у нас получится вылечить Альфреда? Сначала стоит испытать пыль на животных. Давай, 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 давай! На! Ой-ой-ой, это просто невероятно. Смерть сразу двух багряников, Шангрина и Марка, нападение на людей, новое объединение Лолошки и Джона, страх перед неизвестностью и даже копье отца. Дамы и господа, пока что с полной уверенностью могу сказать, предыдущую серию хочется не просто смотреть, ее хочется пересматривать. Это было слишком хорошо. Тем не менее, история на этом не заканчивается, поэтому всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы боимся, и GDH тоже. Искра — это не паразит. Паразиты — это все носители искры. Именно к этому выводу мы пришли в предыдущей серии. Давайте так, чтобы моя история не длилась вечно, расскажу очень краткую выжимку. Попрошу заметить, все, что я сейчас расскажу, это скорее легенда. А значит, какая-то часть правды может быть, искажена. Короче, голос, который с нами разговаривает, это мать. Когда-то давно мать погибла в Архее, в этом мире. Существа, вкусившие ее кровь, обрели разум. Как, например, жуки, превратившиеся в багряников. А самое главное, они получили искру. Искру мироходца. Да, то есть, несмотря на то, что багряники это отрицали, они действительно все точно такие же мироходцы. И вот здесь самое важное. В момент, когда погибла эта мать, появился Скинт. У людей появился Скинт. Но счастье длилось недолго, потому что потом появился некий отец, забрал себе все оставшееся, и появилось оно. Заражение. На самом деле, как связан отец и чего он хочет, мы до сих пор не знаем. Уже кучу серий нам твердят про некое великое очищение. И что отец про меня говорит какие-то странные вещи. Якобы у него на тебя большие надежды, и желает он участия твоего. Не надо моего участия, батя, я тебя даже не знаю. Так, короче, ребята, у меня прямо в самом начале серии есть мега новости. Почему-то у меня опять же до серии появилась супермастерская. Вот это я понимаю подгон от Невера, здрасте. О, дерево. Спасибо. Так, в итоге... Что это такое? Распилка бревен. А, то есть типа вот так? О, прикольно. Так, ладно, а это? Наполнение дозатором жидкостей. Чего? А это мне понадобится? Далее есть еще что-то. Просто пресс, смешивание материалов. А, погоди, а где скин делать? Куда это надо? Сюда? Здрасте. Ой, какое тут все шумное. До свидания. Нет, это явно не скинт. Вот здесь раньше стоял станок. Что это такое? Выгрузка материала после дробления. Загрузка материала для дробления. А где скинт? Лифт. Лифт? Господи. Выгрузка материала после очистки для очистки. А, подожди, это вот это. Ой. Ух ты. Прикольно. И все, я могу забрать. Слушай, да, ладно, в этом что-то есть. А если я положу, получается, все 16 штуковин, он будет все забирать? Да, он прям все заберет, прикольно. Так, куда? Ты глупая машина, зачем ты забираешь необработанный? Мне надо сначала все обработать. Ну-ка, еще раз. Так, обработка, обработка. Хорошо, все, глупая машина, не работать. Сначала оно все доделается, а потом заберешь, понятно? Так, практически... Все, готово. Я, пожалуй, даже сам заберу. Все, до свидания, глупая машина. Надо все-таки только проверить, зачем вот эта комната нужна. И здесь есть паровой двигатель. У меня ощущение, что со всем этим разбираться, это, наверное, задача вот этих коров. Все, разбирайтесь. А теперь, как говорится, всем привет, дорогие друзья. Ну что, с кем тут можно поболтать? Эй, Балсмэк. О, ты у нас здесь сидишь? Поговорим? Так, не, могу только поторговать. У него продается та самая бумажка, кристаллы скинта и броня. Окей, до свидания. Невер, привет. Это ты сделал мне мастерскую, да? Поговорим? Торговать, расширение. А, ну вот смотри, мастерская у нас максимальный уровень. И при этом поболтать мы не можем. Ты зачем мне мастерскую подарил, гений? Спасибо. Пока. Как дела у Альфреда? О, сидит. Ой. А, к нему нельзя зайти. Ладно, возможно, мне нужен Джон, поэтому... Что?
И сюда тоже не пройти? Вы что, издеваетесь? А что мне делать-то? Ладно, на всякий случай я решил себе не тратить нервы. И оказывается, мне нужно, знаете куда? В путеводный скинт. Ну как бы я догадался-то? Причем нам не просто к скинту, а к месту смерти Шангрина и Мырка-Грыштраклара. Храм Первой Крови. Переместиться. Да, получается, кстати, Храм Первой Крови... Это говорящее название. Первая кровь пошла именно от матери. Следовательно, когда-то давным-давно здесь она погибла. Может быть, она погибла где-то рядом? Это непонятно, но... Клинки! Черт. В голове не укладывается, что мы потеряли Марка окончательно. Я ведь правда верил, что мы еще сможем спасти его. Поверить не могу, что он пал от руки... другого моего друга-багряника. Шангрин. Его действия, они... Что с ним стало? Что стало с Шангрином? Неужели он тоже погиб? Нет, нет, нет. Кто угодно, но не Шангрин. Он не мог. Как мне рассказывать про Марка всем остальным? А особенно... Неверу. Боюсь, что ему снова станет хуже. Нет. Сейчас я точно не хочу об этом думать. Нужно идти дальше, а не сопли на кулак мотать. Займусь чем-то полезным. Какой же бардак в голове. Может, мне следует одолжить у Джона его метод размышлений и структуризации информации? У меня была какая-то мысль в связи с развоплощением Шангрина. Точно. Это ощущение похоже на... ощущение в маске. Точнее, оно все еще во мне. Или же... в нас. В нашей связи с первой матерью. Могу ли я ее так называть? Ой, да кто же она такая-то? Как там Джон сказал? Паразитируем на ее крови? Может, дело как раз в этом? Что бы на это сказал Джон? Что главная функция крови — доставка кислорода жизненно важным органам. Что, если ее кровь обладает точно такой же функцией? Что, если орган межпространственного перемещения — это своего рода сердце? Ее сердце, которое появляется в каждом, в ком достаточно ее крови. И тогда ее сила дает нам способность к развоплощению. Ай. Только тогда почему развоплощаются не все? Надо найти способ взять этот процесс под контроль. Точно! Порошком! Но черт, сейчас же это просто невозможно. Как сделать порошок без Сайрисы? Беренгарий работал с Сайрисой достаточно времени. Наверное, стоит поговорить с ним. Надеюсь, я прав и... Ай, короче, как же я надеюсь, что я просто прав. Как много мыслей. Так, давай-ка еще раз, по полочкам. Когда я и Джон в одном теле убили Шангрина, у Лолошки появилась некая мысль в связи с развоплощением этого Шангрина. Это ощущение примерно похожее на ощущение в маске, и оно все еще во мне. В нас, в нашей связи с первой матерью. Так, ладненько, уже более-менее понятно. Получается, орган межпространственного перемещения — это сердце матери, которое появляется в каждом мироходце, в котором достаточно крови матери. Ага, это все, конечно, мега интересно. Мне нужно к Беренгарию, но вы поглядите, что мне дали! Клинки Мырка-Грыштраклара! Пламенные. О боже, какие же они дорогие. Ловкость 30. Каждый клинок наносит 32 плюс 20. И это без прокачки. Боже, какие же они сильные. Так, путеводный скин, здравствуйте. Хочу просто сразу проверить. Я там, надеюсь, как-то накопил, нет? Повышение, ловкость. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я накопил. Да, повышаем. О боже, я только что потратил, конечно, все, но тем не менее, я могу использовать, да? И в итоге сила у меня 32 плюс 24. Также мне бы прокачать копье отца, но здесь требуется интеллект 16, а у меня пока что просто 10. Блин, дорогая прокачка. Вопрос, если я выйду из этого храма и, например, пойду в эту сторону, я наткнусь на каких-то мобов? Привет всем. О, да. Прямо около храма я вижу монстров и... Надеюсь, тут не будет гарпий. А, нет, гарпии есть. Привет, ребят. У меня тут это крутые клинки и все такое. Хотелось бы... Господи, тихо. О, так вот, хотелось бы проверить, как это работает. О, ни хрена, сколько я сношу, обалдеть! Так, а что это за суперсила? Ну-ка. У меня загорелись клинки. О, боже! Я восстанавливаю хп, когда бью кого-то! Это... лучшее оружие в этом сезоне, я уверен. Я теперь могу регенерироваться, когда дерусь. Вот смотрите, меня сейчас побьют. Так, бейте. Все, молодцы, тихо. Сейчас мы отбегаем. Далее используем способность. Так, тихо.
Ну ладно, я немного переборщил. Допустим, вот, еще раз. У меня не полные хп, я использую способность. Отлично. И привет, ребятки! На! Я багряник! Ну, на минималках, правда, но все-таки багряник. Я высасываю вашу кровь. Это идеальное оружие, правда. То есть я могу бесконечно драться и в итоге таким образом фармить хп. Ну и спарки, само собой. Тем не менее, нам нужен Беренгарий, поэтому просто телепортируемся обратно. Так, замечательно. И куда нам надо? О, погоди. Беренгарий, он оказывается на заднем дворике. Ну-ка, на-ка, давай поболтаем. Только, кстати, знаете, что я заметил? Каждый раз, когда я беру вот эти клинки в руку, они автоматически перекладываются в две руки. Это очень прикольная механика, и мне не нужно за этим следить. Да, разработчики в этом плане прям молодцы. Но при этом, если у меня факел в руке, то тогда не берется. И берется всего лишь один клинок. Вау. О, и ты погляди, какое внимание к деталям. Вален и Гимлин болтают в домике. Так, ладно, Беренгарий, привет. О, юный Лолошка, здравствуй, здравствуй. Да, привет, Беренгарий. Слушай, у меня, кажется, появилась идея, как мы можем улучшить чарующую пыль. Ну, то есть, вернее, мы можем попробовать. Так, ну-ка давай рассказывай, в чем это дело? Что это за идея такая? Беренгарий, я уверен, моя кровь имеет необычные свойства. Ты же знаешь, я помог Неверу развоплотиться, да? Но не только ему. Так, да. Ну так вот, я хочу попробовать добавить свою кровь к пыли. Ну, так, ну знаешь ли, твой друг Джон говорил про использование крови, было. Да, именно. Он говорил, что в наручах есть лезвие. Они часть артефакта. Так вот, может быть, попробуем? Ну так и чего же не попробуем? Попробуем? Наручи у тебя? Нет, кстати, они не у меня, у Джона. Ну так, тогда жду тебя. А я вот тут подготовлю тогда все. Ага. Так, ладненько. А что это ты тут варишь? Просто борщ? Я не удивлюсь, если это просто борщ. Так, и прежде чем мы пойдем к Джону, у меня тут на самом деле задания же появляются. Допустим, вот, кровь и пыль. Попросить Беренгария помочь в создании порошка. Забрать наручи у Джона и создать новый образец пыли совместно с Беренгарием. Фу, прошедшие события все еще не укладываются в моей голове. Но именно эти события натолкнули меня на мысль. Возможно, разгадка развоплощения кроется в нашей с Джоном крови. Если я прав, то мы сможем использовать это в создании лекарства от заражения. Наверное, стоит обсудить это с Беренгарием. В отсутствии Сайрисы только он может помочь в создании нового образца пыли. Так, в итоге мы это все уже прошли. И далее... О, Беренгарий согласился. Это не может не радовать. Осталось только забрать наручи у Джона. Интересно, как эти наручи вообще работают? Так, ну знаешь, надо бы еще понять, отдаст ли он. Эй, Джон, ты там? Честно говоря, никого не вижу пока что. Всем привет. Джон? О, стоит. Поговорить? О, Лолошка. Да-да-да, Джон, привет. Слушай, я тут немного тороплюсь. Эльфийские наручи у тебя? Ну да, у меня. А чё это с тобой? Взъерошенный какой-то, взволнованный. Давай так, я обязательно тебе расскажу, если из моей идеи действительно что-то выйдет. Ты же найдешь, чем себя занять на это время, да? Ну ладно. Так, вот, возьми. О, спасибо. Я думаю, ты и сам знаешь. У нас сейчас задач предостаточно. Например, попробовать найти Лукия и, следовательно, Сайрису. Так да, я знаю. Типа, спасибо, капитан. И, кстати, Лолошка, удачи тебе. Что бы ты там ни задумал. Беренгарию тоже передавай. Что? А как ты понял, что это Я сказал удачи. Эй, давай за работу. Так ты все знал, поэтому ты отдал наручи. А я-то думал, он просто доверился мне. Кстати, я насколько знаю, у некоторых предметов можно читать описание при помощи шифта. У наручей нет, а у клинков? О, есть. Кроваво-красные клинки из неизвестного материала. От лезвия исходит нестерпимый жар. Ой, кстати, а про копье отца? Боевое копье с наконечником из искаженного скинта, выполненного в виде эмблемы церкви очищения. Легендарное оружие, которым владел сам отец. Вот оно что. Так, эй, Джон, ты куда ушел? Джон. А, ты телепортировался. Блин, ну ладно. Беренгарий, у меня все есть, вот. О, принес-таки. Конечно, принес. Хорошо. А теперь нам надо сходить за особыми ингредиентами, Лолошка, которых в моем-то домике нет. У Сайриса запас куда обширнее моих. Да и главный ингредиент нужен свежий. Ой, переживаю я, конечно, в дом-то тут пустой возвращаться. Вещи нужно будет без разрешения трогать, ай-яй-яй.
Блин, господи, Беренгари, не об этом думать надо. Хорошо, может быть, сейчас отправляемся, не? Слушай, давай я схожу сам, окей? Уверен, Сайриса поймет, что это была необходимость. А мы не можем обойтись тем, что у тебя есть. Это же все равно эксперимент. Так, давай я схожу, окей? О, ну так и ежели ты хочешь. Ладненько. Спасибо тебе, Лолошка. Ну так ты иди давай. Иди, а я пока... Ой, кажется, я что-то забыл. Да, Беренгари, ты забыл сказать, какие ингредиенты нужны. Тут-то точно. Хо-хо. Верно, верно. Я что-то очень разволновался из-за мысли о Сайрисе, Лолошка, понимаешь? Ты уж прости это старика. Нервничаю за эльфийку очень, нервничаю. Так, смотри. Мне нужен, значит, пучок такой темно-зеленой травки. Красные ягодки еще понадобятся. Да, у меня их уж совсем мало осталось. Еще там веточки серенькие, на них иголочки, как у елочек. Тоже серенькие, если что. И самое главное, нужно тебе будет собрать животных пыль зараженную. Справишься? Пыль как это делать-то? Так а я ж это и не делал сам никогда. Всегда леди Сайриса этим занималась. Да. Там на полочке в комнатке второй есть старый порошочек. Это не улучшенный. Ты им животное-то успокой, а потом как-нибудь аккуратненько поскреби острым чем-нибудь. Прям вот поскреби. Только не убивай. Ложка, ты не убивай. Зараженная пыль только с живого существа подходит. Да. Надеюсь, запомнил все? Я могу повторить. Ой, нет, спасибо, Беренгари, не надо, я запомнил. Вот, отличненько. Давай, удачи тебе. Спасибо. Задание пыльно-травяной сбор. Так, слушайте, ну, продвигаемся, молодцы. Собрать зараженную пыль, принеси ингредиенты Беренгарию. Окей, надо поскорее отыскать пучок темно-зеленой травы, красные ягоды и серые ветки с иголками. А, и еще собрать пыль с зараженного животного. Ха, всего-то. Так, я так понимаю, что вот эти все ингредиенты мы достанем у Сайрисы, а зараженную пыль, ну, тоже где-то у Сайрисы. Но, кстати, погодите, я кое-что забыл. Оказывается, с Беренгарием же можно торговаться, и вы посмотрите, что у него появилось. Бодрящая настойка. О, стоп. О, да ладно. Тебе помимо спарков здесь понадобятся еще и ингредиенты. Я могу кого-то отравить, могу кого-то поджечь, а могу наоборот исцелиться от этого. Так, слушайте, а вот есть, который снимает эффект отравления? Да, вот это, антидот. Небольшой пузырек с мутной зеленоватой жидкостью. Излечивает отравление. Понадобятся спарки и 3 ведра молока. Ну, сорян, ведра молока у меня нет. Коровы есть, но нам понадобится железо. Надо будет обязательно этим заняться, но пока что здравствуйте, путеводный скин. И скажите мне, пожалуйста, можете ли вы телепортировать меня вот, к землянке Сайрисы? Переместиться. Благодарю, мистер Скинт. Так, ну и что, нам, получается, нужно найти зараженного... О, монстра. Олень. Подожди, сначала, наверное, мне нужны все-таки ингредиенты, которые валяются где-то здесь. И честно... так, что же он там просил-то? А, ну вот, да, как раз я и начал задаваться. Пучок ярко-голубой травы, белые ягоды и еловые ветки с иголками. Нет! Я помню, там были серые ветки, там были красные ягоды и... Вот, темно-зеленая трава. Одно из этих. Темно-зеленая трава, красные ягоды и серые ветки. Идеально. О. А, все, мы типа взяли? Слушайте, прикольно. Но при этом я мог ошибиться, даже так. Так, вот он, пучок темно-зеленой травы, серые ветки с иголками, и вот они, красные ягоды. Небольшая ветка с ягодами красного цвета. Интересно, какие они на вкус? Хотя нет, я не думаю, что мне стоит пробовать. Теперь нам, получается, нужна зараженная... нет, стоп, он еще говорил что-то про пыль. Во, чарующая пыль. Кажется, об этом мешочке говорил Беренгарий. Теперь с его помощью нужно успокоить какого-нибудь... оленя. Да, все, я понял. Хе-хе-хе. Олень, приветики. У меня, кстати, оказывается, уже была пыль. Видимо, несколько серий подряд ношу. Эй, привет. Так, а ну иди сюда. На! Теперь соскрести зараженную пыль. Ну-ка. О, господи. Как это странно. Ну ладно. Зараженная пыль. Лучше не вдыхать. Просто представьте, если бы, кстати, заразился Джон или я. Вот это дикая смесь. Здрасте, путеводный скин. Мы снова здесь. Мы просто берем, перемещаемся. Измерение сновидений, перемещаемся. Эй, Беренгарий, у меня все готово. Так что, неужели все получилось? Абсолютно все получилось.
Держи. Так. Эва. Так, ладненько, сейчас. Ну-ка. Прям раскладывает, молодец. А, и у тебя тоже были какие-то ингредиенты. Ну, получается, можем приступать, ложка. Давай. Как это интересно будет? Подглядываем. Обязательно подглядываем. Вален и Гимлин все еще болтают там, но нам это сейчас... О, господи. Не так важно. И... Мы сейчас, типа, должны это будем проверить на Альфреде? А, ну да-да-да, забыл зараженную пыль. Ну, слушайте, Беренгари-то молодец, все знает, все умеет. А, нет, стоп, мне же еще свою кровь надо добавить, точно, там наручи, наручи. О, господи, что это? Так. Что, ну... Наручи? А, ну да, все, наручи. Так, и чего теперь? Да, откуда же я знаю, ложка? Леди Эльфика очень неохотно делилась любыми знаниями. Ты, наверное, это тоже заметил. Так, ладно. Наверное, стоит попробовать передать свою энергию, как делал это Джон. Только в этот раз придется еще и кровью делиться. Ай, черт. О-хо-хо-хо! И энергию, и кровь. Так, ложку шатает, мне это не нравится. Все, да, убирать не надо. А ну-ка. Эй, подожди, а ты уверен, что нужно все это греть? Конечно. Смесь должна быть сухой, иначе это не порошок будет, ложка. Прогреем, выпарим, а потом еще раз растолчем до порошкового состояния, само собой. Эй, ложка, а ты как? Ты в порядке вообще? Выглядишь что-то ты неважно. Да, все хорошо. Я просто много сил отдал Беренгари. Сколько отдаешь, тебе нужно научиться контролировать. Давать нужно ровно столько, сколько другие готовы взять. Остальное в пустоту уходит, понимаешь? Но с порошочком мы закончили. Можно пробовать. Так, и на ком? Да, действительно. У нас тут того животных-то и нет. Испытывать-то не на ком. Не волнуйся, я разберусь, Беренгари. Ну ладненько, как скажешь. Держи. Так, спасибо, Беренгари. Конечно, всегда рад тебе помочь, ложка. Всегда рад. Я тут приберусь пока. Ну ты, если что надобно, то зови сразу. Зови. Ага. Какой добряк Беренгари. На нем все держится на самом деле. Так, наручи, наверное, стоит забрать. Спасибо. И по итогу у нас... Так, теперь 100% к Альфреду. Если мы все сделали верно, то он наконец-то будет здоров. Что? Подожди, ложка! Так, ты же не хотел экспериментировать на Альфреде. Образец пыли, полученный в ходе экспериментов. О последнем ингредиенте думать не очень приятно. Да, энергия и кровь. Ну-ка, теперь я могу... О, да, теперь я могу зайти. Альфред, не волнуйся, это я, если что, ложка. О, привет, ложка. Если что, я к тебе по делу. Ну давай, выкладывай. Короче, мы с Беренгарием немного поэкспериментировали. Новая версия пыли может избавить тебя от заражения окончательно. Так что сейчас мы наконец-то сможем... Стой, подожди. Еще раз. Экспериментальная... Слушай, понимаешь, я думаю, что... Я не думаю, что это хороший выход, ложка. Что? Почему? Ну, потому что, ложка, какая от меня, обычного охотника, будет польза? Альфред, ты вообще... Тихо, ложка, не перебивай, пожалуйста. Пока у вас есть такой я, есть возможность связываться с отцом. Я приму это твое лекарство, когда буду уверен, что такое мое состояние больше не понадобится. Давай повременим, пожалуйста. Обалдеть, ничего себе! На самом деле об этом я даже не думал, но это звучит очень логично. Типа, а кто, если не Альфред? Настоять на развоплощении, высыпать порошок на Альфреда без его согласия. Ну нет, как Джон я не буду поступать, согласиться и повременить. Хорошо, Альфред. Не потому, что я хочу использовать тебя в своих целях.
а потому что я уважаю твое право на выбор. О, спасибо, Ло. Я знал, что ты поймешь меня. Если это лекарство действительно работает, это огромный шаг к спасению Архея. Вы большие молодцы. Да, Альфред, спасибо. Да. Все, получается, не хочет. И как же нам быть? Отказ Альфреда немного привел меня в чувство. Я повел себя чересчур импульсивно. Мы ведь не провели ни одного испытания с этой пылью. А вдруг мы ошиблись? Я ведь раньше сам был против испытания сразу на людях. Что сейчас-то произошло? Ой, кажется, я слишком воодушевлен. Перестал думать о возможных последствиях. Интересно, это во мне так проявляются черты Джона? Или это во мне всегда такое было, но я стеснялся признать, что могу быть похожим на него? Ай, хорошо, что Альфред отказался. Очень хорошо. Не зря Беренгарий про животных сказал. Испытаю на тех, которых спасла Сайриса. Уверен, против этого Сайриса бы точно ничего не имела. Ага, задание «Кровь и пыль» обновлено. Так, ну давай прочитаем на всякий случай. Испытать пыль на животных Сайрисы. Мы сделали это. Давно не был в таком воодушевлении. Неужели у нас получится вылечить Альфреда? Ой, кажется, у меня даже дрожат руки немного. Волнуюсь. Это мы, получается, пережили. И дальше... ладно, я поторопился. А вообще, даже на руку, что Альфред не согласился на испытание пыли. Сначала стоит испытать пыль на животных. Мне даже никого не придется ловить. Вокруг дома Сайрисы такое разнообразие. Ну, кстати, это правда. Так, а мы Джону ничего не расскажем, не? Джон, получается, ушел, да, и он не дома. Так, ладно, путеводный скинт. Опять землянка Сайрисы. Все, супер. Теперь нужно привлечь внимание сразу всех, чтобы максимально эффективно использовать пыль. То есть ты хочешь сразу на многие... вот они. Привет, ребят. Ребятки, давайте. Оп. Ко мне. Давай. На! Сюда. Сразу на всех попал. Олени! Олени, черт возьми! Неужели получилось? Оно получилось! Надо срочно рассказать Беренгарию. Задание «Кровь и пыль» обновлено. Подожди, реально получилось? Не, ну на самом деле так-то дорогой ингредиент. Точнее, ингредиенты. Вы видели, сколько всего разложено у Беренгария? И при всем при этом для этого понадобились наручи и кровь Лололошки. Это что, меня придется выпотрошить? Я ради 3 оленей чуть с ума не сошел. Точнее, чуть в обморок не упал. Блин, ну дорого выходит для такой-то пыли. В любом случае, у нас, вроде как олени стали оленями. Надеюсь, через время они не превратятся в монстров. Снова обратно. Что? Не понял? Нормальный сон? Почему снова обычное небо? Эй, Беренгарий! Какого черта? С каких пор небо стало нормальным? Стоп, Беренгарий. Эй. Так, по итогу Беренгарий реально куда-то делся. ВТФ, как говорится. И небо поменялось. Что происходит? Альфред? Вот, держи. Спасибо. Так, Джун и Лолошка. Альфред рассказал, что ты собирал... Прости, Беренгарий, да, я знаю. И я знаю, что мне не стоило этого делать. Но просто послушайте. Я только что вернулся из дома Сайрисы, и у меня хорошие новости. Пыль смогла развоплотить животных. Невероятно! Да, теперь у нас есть способ эффективной борьбы с заражением. Но только вот... Ой... Зараженных слишком много, а время распространения заразы всего пара капель, Лолошка. Твоей крови не хватит на всех, даже если мы используем всю твою кровь. Чего мы, конечно, делать не станем, если что, не станем. В общем, юный Лолошка, даже с учетом скорости восстановления твоей крови, этого явно все еще недостаточно. Но еще раз назад мы представить себе не могли, что у нас наконец получится. То есть ты сомневался в наших силах, Беренгарий? Да нет, что ты, Лолошка, я не это имел в виду. Просто ты у нас не отсюдашний. Тебе сложно понять, что мы-то всю жизнь свою жили с этой заразой. Мы знать-то не знали, как это может быть по-другому. Мне нравилось думать, что когда-нибудь получится, но я не мог подумать, что
Это когда-нибудь наступит, когда я буду еще живой. Да, мы молодцы, Беренгарий. Вы молодцы. И мне кажется, стоит рассказать всем остальным. Жаль, что благородная эльфийка Сариса не увидела этого момента. Она положила свою жизнь на это, но лекарство открыли без ее участия. И ведь она даже не узнает об этом. Пожалуйста, не говори так, Беренгарий. Пускай открытие произошло без ее участия, но ведь главное, что произошло. И когда мы ее спасем, Сайриса будет рада узнать о наших продвижениях. К тому же я уверен, с ее знаниями она запросто усовершенствует формулу. Придумает что-нибудь еще. Ну, в этом ты, конечно, прав, Лолошка. Вот, я тоже так думаю. Вы все молодцы. Да, поэтому, Беренгарий, не надо грустить. Просто не надо. Наш сегодняшний эксперимент очень сильно приблизил конечную цель. Сейчас мы имеем право на небольшой момент радости. Остальные тоже на это имеют право. Так что самое время рассказать им. Ну, ладно. Да уж. Единственное, кому я не хочу рассказывать, это Балсмагу. Он не поймет всей значимости, только настроение испортит. А мне кажется, поймет. Ну а чё бы не понять-то? Типа, как будто бы он не видел заражения. Видел, конечно. Самое главное, кого это точно воодушевит, это Невер, я прям уверен. Эй, Невер, привет! У меня чудесные новости! Рожка. Я не верю в чудесные новости, но ты такой воодушевленный. Аж небо здесь посветлело. Давай, рассказывай. Мы с Беренгарием смогли закончить формулу той пыли, с помощью которой ослабили заражение Альфреда, помнишь? В общем, теперь у нас есть действенное средство против заражения. Кар, не думал, что когда-нибудь услышу это. Я рад, Ророжка. Впервые за долгое время рад. Это огромное достижение. Мне даже почти не верится в такое. Подожди, а ты уверен, что оно действительно работает? Уверен. Я уже даже испытал порошок на животных. Они развоплотились. Кар, может быть, теперь действительно есть надежда вернуть покой в Архей? Жаль, что Марк не дожил до этого. Что? Но, Невер, я же даже не Кар, не надо, Ророжка. Я слышал ваш разговор. У меня же буквально нет двери. Мне все слышно. Если вы хотели сохранить это в тайне, то не стоило обсуждать это под моим гнездом. Не буду врать. Мне тяжело, правда. А еще более тяжело от того, что вы так и не удосужились сказать мне об этом сами. Да, я понимаю, Невер. Прости, что не сказал тебе об этом сразу. Я просто не мог найти нужных слов. Я помню, как ты переживал на этот счет, правда? Испугался, что от моих слов тебе станет только хуже. Вот оно что. Я должен сказать спасибо за заботу, да? Нет, ты ничего не должен. Скрывать и даже во благо все равно было нечестно по отношению к тебе. Я виноват перед тобой, Невер. Я все еще раздосадован, Ророжка. Но нет, я не обижаюсь. Я очень надеялся, что смогу встретиться с Марком снова, это правда. Все представлял себе, как снова буду ругаться с ним. Но чаще я представлял, как скажу ему, что он друг мой. Как я рад, что он приходил ко мне поспорить, когда тебя подолгу не было. Это, кстати, он мне подарил. Сказал, что настоящий воин должен уметь защищать себя и без магии. Он был настоящим воином, Ророжка. Почему он не смог защитить себя? Но я рад, что он хотя бы не мучается. Теперь не мучается. Иди, давай, иди. Расскажи о лекарстве остальным. Да уж. Окей. В итоге я пойду и расскажу, действительно, не будем мучить Невера. Получается, он все знал, но в этот раз, заметили, он не начал говорить мне «Кар, и ты не рассказал», и все такое. Невер действительно стал супер понимающим. Так, по итогу. Да, я не могу поговорить с Балсмагом, потому что, Лолошка буквально не хочет ему ничего рассказывать, но зато мы можем Вот наверняка так вот поговорить. У нас... Здравствуйте. Гимлин, привет, можно тебя на пару капель? Ну, давай, пойдем.
О, батюшки, как светло-то стало. Ну, давай. Чё такого тайного обсудить хотел? Слушай, я почему тебя попросил выйти? Я просто не знаю, как об этом правильнее твоим друзьям рассказать. Поэтому ты сам решишь, стоит ли. Они ведь не в курсе, что у нас тут, да как. Да ладно, давай уже выкладывай. В общем, если коротко, мы с Беренгарием закончили с лекарством от заражения. Оно готово, Гимлин. Ба, так это же здорово, ложка! Ох, ребята, наших найдем, сразу вылечим! И Бруню тоже. А чего когда-то? Сейчас прямо пойдем давай! Прямо сейчас и отправимся с Валином! Он хорошо отнесется, он даже только рад будет! Я ему сейчас скажу и только... Подожди, стой, Гимлин, успокойся. Запасы лекарства небольшие на самом деле. Мы не сможем вылечить сразу всех. Ну так еще сделайте, не? Может, помощь нужна какая? Сейчас Валина-то позову, детишек позову! Поможем, чем сможем, ложка! Да нет же, дело не в этом, Гимлин. Там есть ингредиент, который восполнить быстро не представляется возможным. Поэтому я и не хотел давать ложную надежду твоим друзьям. С тобой дольше знаком, объяснить ситуацию будет проще. Лекарство, да, оно есть, но мы не можем сейчас взять и вылечить сразу всех. Понял. А я уж понадеялся. Гимлин, ты уж прости. Да чё уж, ладно там. Это я, дурак, не дослушал тебя. Главное же, что лекарство нашли. Но я в тебе не сомневался, ложка. Я давно понял, ты невозможное сделаешь, если захочешь. Ребяткам я, так и быть, пока говорить не буду, ладно? Мне надо самому как-то это в голове уложить, а то новости такие. Если сразу всех спасти не получается, не думаю, что стоит выбирать любимчиков, правда? И спасать кого-то отдельного тоже не стоит, верно? Ай, ладно, короче, я разберусь. О, опачки! Ну ладно, я, наверное, пойду. Окей. Так, ну что, герой, давай выкладывай. Получилось? Получилось, Джон, оно получилось. Так, теперь по порядку. Что получилось? Новости, видимо, действительно хорошие. У тебя даже твой сон преобразился. Знаешь, я все еще чувствую волнение. Ну и радость, конечно. Положительные эмоции, это хорошо. Отличный двигатель прогресса, ложка. Короче, у нас получилось с Беренгарием сделать порошок от заражения. Так. Я же надеюсь, вы образец-то испытали? Конечно, испытали, о чем ты? Подожди. Ты не удивлен? Ну, знаешь ли, у меня было очень много времени пораскинуть мозгами. А много времени-то мне и не нужно. Признаться честно, я удивлен, что ты додумался быстрее, чем я. Но крайне рад, что все получилось. На ком испытывал образец? На животных, которых ранее поймала Сайриса. Заражение прошло прямо на моих глазах. Это замечательно. И сколько образцов вы сделали? Всего лишь один. Это плохо. Мало, ложка, мало. Но это был экспериментальный образец, поэтому... и кстати, Беренгарий говорит, что моей крови относительно количества зараженных и скорости распространения болезни недостаточно. Может быть, раз мы с тобой похожи, можно было бы как-то... О, не-не-не, даже не продолжай. Нет. Можешь считать меня брезгливым, но нет. Пользоваться лезвием древнего артефакта в условиях полнейшей антисанитарии я точно не согласен. Даже в качестве эксперимента, ложка. Тем более, я все еще ценю свои обещания не трогать артефакт, данное Сайрисе. Не буду трогать его больше, чем было необходимо, понятно? Но, Джон... Я сказал нет. Ладно, я понял. Вот и славненько. А теперь я, пожалуй, пойду проверю твоих развоплощенных животных. Ты же наверняка не потрудился убедиться, что эффект длительный, верно? Да, было дело. Я еще сам об этом сказал, типа мы быстро ушли и даже ничего не проверили. Пойдем на самом деле тоже проверим. Что нам мешает-то, да? По-любому эту деталь прописали. Переместиться. Так, здравствуйте. По-любому ведь эту деталь продумали, да? Ну-ка. Ну-ка. Так, а что ты делаешь? Та-та-та. А ну-ка.
А, ну то есть он просто читает, проверяет, снова проверяет. Короче, я понял. А что читает, кстати, непонятно. Ладно, пусть тогда читает. Я надеюсь, что они заново в зараженных не воплотятся, пожалуйста. А вообще у меня сейчас есть супер цель. Клинки Мркгрштраклара проверить на лешем. Привет! А ну-ка давай, на! Ой, что-то мне подсказывает, что это будет супер быстрая битва. Так, хорошо. Сколько у него хп остается? Не вижу. Половину, больше половины снесли, найс. Так это я еще и бил, кстати, одним клинком, а не двумя. Какой же я дурак. Я бы его убил уже наверняка. Сейчас, тогда погодите, попробуем еще разочек. Так, теперь бьем. И он умер. Боже, как это было быстро. Теперь используем суперспособность и восполняем все хпшечки. На! Как же приятно драться и не терять хп. Я называю это лютый кайф. Погоди, а что мне мешает улучшить эти клинки? А ну-ка. Та-та-та, я же могу их зачаровать, точно. Точнее, не зачаровать, а заточить. Понадобится необработанная крупица искаженного скинта. Вот именно искаженного. Сейчас как раз проверим, как это работает. Так, получается, поднимаемся. Далее все это дело кладем. Здесь на всякий случай заполняем одной штучкой. Далее кидаем сразу много. Так, главное, чтобы вот эта штука не работала. Я бы ее, честно говоря, даже убрал. Мне в целом приятно посмотреть, как это здесь доделается, и я сам потом заберу. Так что да, давайте вот даже сделаю вот так вот. Так, давай, наверное, киркой. Все, шикарно. Стой где-нибудь здесь. Далее забираем, подвигаем и, наконец-то, улучшаем. А ну-ка. Я могу, по идее, так только до 3-го, да? Плюс 3. И в итоге у нас 38 урона плюс 28. Я вообще в тотальном шоке. Я до этого чувствовал себя просто непобедимым. А сейчас я как будто буду убивать за один удар. И ведь я обязательно захочу это проверить. Поэтому привет, леший. Так, давай, поехали. У ворот, потом снова бьем. У ворот. Сколько я ему снял, интересно? Больше половины? Скорее всего, да. Дальше бьем. Непонятно, умер он или нет. Да, все, вот теперь точно умер. Это пока что самое быстрое убийство лешего. Ну, то есть, наверное, это заняло секунд 10 максимум. Раньше, помните, я убивал леших примерно 1,5 минуты. Или даже 3 минуты на некоторых леших тратил. А тут всего секунд 10. Как говорится, здравствуйте. И, как говорится, на этом мы будем постепенно до свиданькать. Надеюсь, что вам понравилась данная серия. Клинки Мркгрштраклара — это та самая имба, которую я давно хотел. Обязательно потом надо как-нибудь попробовать копье отца, но потребуется интеллект. А также потребуются ваши лайки, потому что если мы хотим делать дальше больше, то нужно и лайков больше. Ладно, если серьезно, то все ваши подписки, все ваши лайки, комментарии — это огромный буст мотивации не только меня, но и всей команды. Потому что вся эта мотивация, она распространяется реально на всех. И мы постепенно хотим делать все круче, лучше и больше. Надеюсь, вы это замечаете, и надеюсь, что вы также нас поддержите. Спасибо большое. Лекарство от заражения найдено. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и клинки Мркгрштраклара, и пыль, убирающая заражение, и, конечно же, наручи. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.